Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардиан. Наступил новый сезон, а это значит, что правильно, новые возможности, потому что все ранги сбросились, все сейчас играют, грубо говоря, на ранге ладья и все такое, поэтому пора творить контент. Что я сегодня вижу в каточке? Во-первых, я вижу Свенчика, я вижу Джакира, в принципе, здесь можно сыграть на демонах, либо же можно сыграть на магах. Пока что не совсем уверен, на чем я буду играть. И, кстати, да, можно сказать, что это моя первая каточка, потому что предыдущую катку, которую я свою записывал, я играл на убийцах. А играл на убийцах я, естественно, когда был еще 29 сезон. Поэтому что? Правильно, это моя первая каточка в этом сезоне. И надеюсь, что, блин, не будет комом. Не понял. А деньги где? Я не понял. А, вот, все. Бабки на месте. Бабки на месте, а то я сейчас на секундочку подумал о том, что где мои деньги. Так, орк-охотник есть, берем Мидас. 100%. Естественно, берем Мидас. Короче, чтобы вы понимали, гоблин-убийца работает адекватно. Для того, чтобы получить с него монетку, необходимо сделать следующее. Убить, во-первых, моба. Это первое. Второе, с задержкой придет вам на следующем раунде эта монетка. То есть обратите внимание сейчас на мое количество денег и смотрите, что все деньги приходят как надо. Хорош. Так, обузим по максимуму. Вот видите, одна монетка с задержкой пришла. Скорее всего, это сделали для того, чтобы не обузили покупку ранних фигур. Вот, скорее всего, это из-за этого сделали. Так, все это хрень, это мы все скипаем, нам это все не надо. Ну, минус броня, в принципе, нет. ХПшку либо, ну, возьму этот... Блинк возьму. Возьму блинк, потому что плюс 20 маны со старта довольно-таки будет неплохо. Хочу тогда попробовать на мехах сыграть. Почему нет? Надеюсь, мехи будут ко мне адекватно приходить. Все-таки такой хороший старт. Естественно, мехи должны приходить. Так. Бабки получили. Больше мы ничего здесь не получили. 5 монеточек у нас на счету. В принципе, можем взять уровень. Ну да, я, наверное, возьму уровень. Мало ли мне какая-то ранняя фиолетовая фигура придет. Кстати, сложный выбор. Либо взять щиток, либо взять сейчас возвратку. То есть 5 брони и возвратка. Я думаю, все-таки взять щиток. Вынесите щит этому капитану. Так. В этот раз я взял щит. Целенаправленно взял щит. Сколько бы я ни плевался, но в этот раз я конкретно взял этот щит, потому что со старта этот щит более-менее неплохой, потому что у меня такой вот билд. Я играю на мехах. Да, в идеале, конечно, было бы иметь это либо же молнии какие-то, либо же иметь арканцы. Это в идеале, конечно. Лучше, конечно же, молнии. Так, а я вот не понял, а сегодня типа что-то меха будет? Что-то типа механизма. Вот, хочется что-то типа механизма. Кстати, можно выйти в 5 уровень. Наверное, я так и сделаю. Сейчас распродам стол, выйду в 5 уровень. Поставлю жрицу. Пусть будет. Все-таки как-никак это какой-никакой, но да, отхил. Кастанет свой отхил, будет замечательно. Правда, у меня никакого мана-регена нету, поэтому это, возможно, будет полнейшей дичью. Так, Мирана в 2 звезды, это плохо. Но, на самом деле, у меня ни одной дальней фигуры не стоит на последней клетке, поэтому, в принципе, Мирану можно особо не опасаться. Кстати. О, Миранка. Давай, души. Щиток работает. Посмотрите, сколько много урона я сейчас задефал на старте. Вот со старта в действительности щиток можно взять, если вы не играете, допустим, через каких-то мейн-керри по типу охотников. Хотя на охотниках тоже неплохо будет смотреться. Если у вас есть орк-охотник, который суммонит кабанчиков, потому что его можно как танка использовать. Ну, ух ты, наконец-то. Наконец-то. Пандочку поставил, потому что я испытываю мнимую надежду на панду, либо же я испытываю мнимую надежду на то, что ко мне придет какая-то легендарная фигура из мехов. Ну меха мне не придет, потому что мехов у меня нету. Ну, блин, ну хотя бы хоть какая-то фигура да пришла бы с этой панды. Было бы замечательно. Можно было бы и бабки сэкономить с нее. Так, ну Мирану мы, в принципе, только что вынесли, поэтому что? Перекидываем блинк сейчас в Тинкера. Они будут в одну точку вместе с Тинкером прыгать. Будет все замечательно. В общем, ребята, подписчики мои начинают жаловаться. Мои зрители начинают жаловаться. Что за дела? У меня вопрос к вам. Что за дела? 1915 подписчиков. До 2000 осталось совершенно немного. Подписчики уже жалуются на то, что, ребята, что за дела? Что за дела? Когда эти 2000 подписчиков будут? У меня тоже к вам вопрос. Когда? Поэтому смотрите. Кто не подписан сейчас, подпишитесь. А кто подписан, поддержите меня своим лайком и комментарием. Мне в действительности это очень много помогает.
много помогает в продвижении ролика, в рекомендации, в тренды оно залетает и тому подобное. То есть не мне вам объяснять, что делать как бы лайк. Лайк и комментарий. Это золотая середина. А, ну понял, конечно же. Ну, естественно, там чуть... Ну. Ладно. У меня такой вот старт, но стол у меня сейчас пока что хуже, чем у того чувачка. Но, в принципе, у меня есть Мидас, поэтому тот орк в 2 звезды может даже не пожить. У меня сейчас огромный стол, потому что... Ладно, давайте попозже к этому вернемся. Объясню, почему так сделал. Вот. Поэтому подписан. Молодец, красава, уважение, почтение. Если же не подписан, то подпишись. А тот, кто подписан, то лайк с комментарием оставь от 3 слов. Потому что лайк с комментарием в действительности от 3 слов. Вот просто напишите комментарий от 3 слов. Минута дела, даже меньше, чем минута дела. Но это очень поможет мне в развитии канала. В общем, работает эта система, походу, потому что там, где мне написали много комментариев от 3 слов, да и просто комментарии какие-то писали с всякими вопросами и тому подобное, то ролик в действительности больше залетает в тренды, в рекомендации и тому подобное. То есть он становится как релевантной темой, то есть какое-то общение. Там, короче, я думаю, вы прекрасно это понимаете. Вот, поэтому давайте, я вас верю. Я в вас верю, мои любимые подписчики. Не зря же вы говорите за мое грязное лицо и тому подобное. Один раз я сказал за это, то, что у меня лицо в креме, оно не грязное, и все, мемы и демотиваторы погнали. Но я уже об этом говорил, поэтому, но в целом я думаю, больше рад, чем не рад, потому что у меня самое лучшее комьюнити строится из-за этого. Огромное спасибо вам. Короче, вот чувачок, такой супер скилловый, я смотрю. Я надеюсь, конечно, я его сейчас вынесу. Надеюсь, пожалуйста. Че там, кабанчика побызил? А кабанчик-то не жив, потому что у меня есть Мидас. Не вышло, да? Ай, какой. Ой, еще и вынесу. Жалко, у тебя не винстрик 5 единиц. Я был бы рад. Ну, короче, хочу сыграть на мехах. Есть вертолетик, и я хочу попробовать реализовать этого вертолетика. Почему нет? Правильно? Почему бы и нет, когда можно да? Я бы мог сейчас выйти из инкама, купить людей, поставить людей, соответственно, на стол вместо этой панды, но хочу пока что потерпеть. Можно было бы так сделать. У меня, в принципе, есть все для этого. Продаю панду, беру себе 6 уровень, ставлю 3 людей. Но у меня стол не очень. Стол слабоват. Я сколько уже сролил, но все равно у меня нет адекватного стола. Вообще нет адекватного стола. Что за бред? Тут львенка в 2 звезды, плюс 4 рыцаря. Но этого не помогло. Баф гоблинов хорошо упал на моего гоблина-убийцу. Вот вам и щиточек под гоблином-убийцами. Просто 30 урона я деф, и у меня куча брони, куча хп-регена, и у меня тупо не дамажат они. Вообще. Не, ну, легионка, конечно, продамаживает иногда. Такой больный шалбан делает. 20 монеток у меня есть, отлично. Ух ты. Ух ты. Да чтоб тебя кони погрызли, отвечаю. Что это за бред? Можно сейчас, в принципе, выйти в 30 монет. Выйти в отличную экономику. Ну и, в принципе, все. В принципе, все. А, ну, естественно, Just Zob, у него сейчас, если что, 2 клокерка в 2 звезды и резак в 2 звезды. Нормально, ну, да, логично. Ну, не может же мне так хорошо вести в новом сезоне. Ну, не может же, ну просто... Новый сезон, походу, начнется с максимумом количества болтов на моем лице. О, кстати, мне бы сейчас хаотичный договор из реликвии. Было бы замечательно. Ай-яй-яй. Ё. Ну, можно бы, кстати, фуру взять и апгрейднуть. Типа фура не помешает. Я в любом случае выйду в нормальные бабки, и фура не помешает. Тяжелый выбор. Я, наверное, возьму аптечку священника. Можно, конечно, попробовать тролльнуть и вытащить хаотичный договор. Но знаете, как назло, по закону подлости хаотичный договор у меня как-то не хочет падать. Ну как? Как ты нашел себе такой стол? У него весь стол все в 2 звездах. Серьезно? Как? А и он пришел ко мне. Ну это скилл. И мне винстрик сбил. Ну, это логично. Это логично, то, что он мне сбил винстрик.
Просто 5... Ну, короче, вы видите все сами. Там у чувака еще две панты кунг-фу пришло. Будет тяжко. Будет тяжко. Он мне еще, знаете, какое... ну, естественное усиление пришло. Аж 2 цветки. Спасибо. 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 Очень рад. Очень рад познакомиться. Спасибо, 2 цветки. Вы вовремя. Я мог бы сейчас выставить уже свой стол через дубликаты, но я в этом не вижу смысла. Не вижу смысла по той лишь причине, что, смотрите. У меня есть аптечка священника, а значит, ее нужно обузить. А значит, нужно очень много уровня получать. Там есть чел, который будет играть на жрецах. Вот этот Кристап, который я вижу. Там будут боги-жрецы. Надо будет в моменте просто не провтыкать и предметы вытащить из гоблина-убийцы. Так, луну мы схавали. Пойдет пока что. Пока что пойдет. Ну, апгрейд пришел незамедлительно. Апгрейд пришел незамедлительно. Там эльфы собираются. Пум-пум-пум-пум. Так, раз там собираются жрецы, то, соответственно, мне нужно найти медальончик. И палка хорошо, и дискорд хорошо. Поэтому пока что возьму палку. Пока что возьму палку. Нормальный такой стол у Джаззоба. Нормально, нормально такой. Добротный. Ну так, знаете, увесистый, так сказать. Скилловый. О, пожалуйста, вынесите мне. Вынесите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Просто набейте мне лицо. В этот раз дайте мне болтов на всю харю. Куда ты ее ваншотнул? Почему? Почему именно сейчас ты кинул свой сюрикен конкретно в Марсе? Почему ты в Марсе не кинул? Зачем ты в Марсе кинул? Боже, я еще его выиграю. Лучше бы я предметы с него снял. Жалею о том, что предметы не снял. Тварь. Просто тварь. Просто тварь. Ну вот Джаздоба уже там винстрик, но я думаю, с винстриком он долго не посидит. Хотя мне на самом деле пока что плевать. Выкинул такой предмет и, короче, из него оставлю только Мидас. Мидас оставлю, потому что там есть орк-охотник, который тоже может очень много насумонить. Это, конечно, плюс мне. Но монетка на домашнем столе намного приятнее выглядит. Правильно? Я думаю, я правильно думаю. Прозор 2 звезды. Там тоже боги будут собираться. Ну, чела там уже орк-жрец. Нормально. Добротно. Завидую белой завистью. Короче, Мидас имба. Ребята, рекомендую. Вот сейчас он вызовет своего кабанчика, а я его схаваю. Оп, монеточка. Плюс монетка. Плюс копилочку. Честно, ситуация у меня более-менее хорошая. Я не скажу, что у меня отвратная ситуация. У меня в действительности более-менее хорошая ситуация. У меня более-менее есть адекватный стол, который я могу использовать против мобов. У меня есть более-менее адекватный билд, который я хочу построить. Но это то, что я хочу сделать. А вот как игра мне сейчас скажет, вот это вот неизвестно. Я надеюсь, что мне фартанет. Фартанет на легендарку. Потому что у меня сейчас мой весь билд зависит от того, придет ко мне вертолет или не придет. Если придет вертолет, то мы можем сделать, знаете, каким образом? Мы можем сделать сегодня легендарные дубликаты. Но только если мне фартанет. Нужно, чтобы мне фартануло. Ребята, все держим кулачки за меня сейчас. Все, абсолютно. Ты и сосед Иваныч тоже. Держим кулачки. 100% держим кулачки. Кто не держит кулачки, тот плохой человек. Тот не поддержит меня. Тот не поддержит меня, а мы таких людей осуждаем. Кстати, минутка рекламы моего телеграм-канала, ребят. Я сейчас после мобов. После мобов расскажу про свой телеграм-канал. Ну все. Ну все. Реабилитировался. Панда реабилитировалась. Ну, конечно, жалко, что не вертолет, но вертолета мне просто и некак откуда вытащить. Гномов-то у меня нету на столе. Хотя, знаете, я уже жалею о том, что я гнома не поставил. Надо было поставить гнома. Надо побольше ослабить свой стол. Мидас я оставлю. Так, возвратку возьму пока что. Так. Орки. Компанчик.
Сейчас, секундочку, подождите. Подождите, не спешите. Так, сейчас получу много. Хорошо, 11. 11. Бабка, отлично. Отлично. Спасибо, кстати, за очень вовремя лустрик. За ранних жрецов спасибо. Всего лишь 117 раунд ко мне пришли ранние жрецы. То, что доктор прописал, я считаю, это то, что необходимо кровь из носа. Правильно? Правильно. Я, кстати, могу поставить уже баф фуловых гоблинов, но от этого как такового прока нету. Вот серьезно. А ну, что мне за предмет 5 тира упадет? О, кристальчик. Кристальчик, это хорошо. Кристальчик мы любим, кристальчик нам нужен. Отлично. Щит второго тира на такой стадии уже не имба. И намного больше имбови выглядит это талисманчик. Плюс 5 брони и 50% возвратки. Притом там есть, кстати, кунг-фу. И это кунг-фу будет очень приятно шотать с помощью этого предмета. Так, это чел, это вражеский стол. Я, кстати, Мидас забыл в предыдущей катке поставить. Но ничего страшного, потому что там тоже был вражеский стол. Монетку мы получаем только тогда, когда мы на своем столе. Только в этом случае. Во всех остальных случаях мы монетку не получаем. Короче, минутка рекламы моего телеграм-канала. Но могу же я себе это позволить? Один раз да могу. Короче, кто вдруг не знает, у моего канала есть телеграм-канал, в котором у меня есть чат комьюнити. У нас там все общаются, все такое и так далее, и так далее. Что происходит в моем телеграм-канале? Во-первых, это я пишу по обновлениям игры, когда там выходят какие-то ролики, какие-то там моменты пишу, веду свой небольшой личный жизненный блог. Ну, там, короче, никакого спама нету. Кому интересна моя жизнь и все такое, интересно развитие моего канала, то заходим, не стесняемся. Там чат комьюнити весело, поэтому всех жду. Короче, я купил одного чернокнижника, потому что напомню, что бафнули чернокнижников и 20% хп гена от способности, атаки и тому подобное. Это уже, извините меня, приятно. Тут с этим челом вообще нет смысла пока что бороться. Ну, типа, смысл. Он и так огромный. Куда мне еще дальше? Волшебницу пока что взял. Но не факт, что эта волшебница мне понадобится. 2 огромных винстрика у пареньков. Нормас. А что там, типа, ну, у меня 9 уровень. Типа будет этот самый, как это там? Мех. Легендарный мех мне нужен. Мне нужен легендарный механизм. Я на всякий случай поставил духов. Ну, мало ли придет духи. Я, в принципе, не против и на духа сыграть в этой катке. Что-то, как-то, знаете, распробовал я духов. Но только когда есть дух пятерка. Только когда есть дух пятерка. Вот тогда я распробовал духов. Потому что что-то как-то, ну, либо какой-то был незаметный апгрейд, либо что-то типа того, но духи сейчас как бы чаще стали срабатывать конкретно на синергию духов. Ну, именно на и исконно истинную фигуру духов. Вот что-то как-то в действительности намного чаще стало срабатывать. Может, я параноик, что, скорее всего, такие есть. Но в действительности стало намного лучше. В действительности. Кстати, я могу баффаловых гоблинов поставить. Чернокнижников немножко. Если найду еще одного чернокнижника, у него будет 4 чернокнижника. Что имба. Кстати, почитал комментарий по поводу Рики. Я уже говорил. И, чтобы вы понимали, Рики кастует свою тучку зеркально своей точке. То есть, если он находится в правом нижнем углу экрана, то, соответственно, точка будет кастоваться в левом верхнем углу экрана. И так, соответственно, зеркально он будет отражать. Поэтому используйте эту фичу. Я, ну, в глаза долбился, не видел, что там написано так, что как он кастует свою тучку. Не на какую-то там цель, не как-то рандомно. Он именно кастует симметрично, отражение симметрично. Все. О, хаотичный договор, кстати, классная тема, но и награда за гоблина тоже классная тема. Но я возьму хаотичный договор. Буду брать хаотичный договор. Он сохранит мне винстрик. Да, у меня там будет 5-6 всего лишь поражений, скорее всего. Потому что я не планирую сейчас уже проигрывать. Но в целом 5-6 это пойдет. Плюс 2 монетки с лустрика, это отлично. Плюс 2 монетки с лустрика, это отлично. И, короче, берем ранее 10-й. Что могу сделать? Панду продаем, она уже не нужна. Зачем мне эта панда? Тиника пока не беру, потому что я все-таки еще верю в то, что мне сейчас придет легендарный мех. Так, у меня 36 хп и есть 3 банки. Сколько я сейчас восстановлю хп? Вопрос. И то не факт, что я хочу сейчас восстанавливать. Может, чуть попозже. А ну-ка.
Короче, я знаю то, что у меня сейчас вебка закрывает мое количество хп, но напишите в комментариях, сколько хп мне восстановило 3 баночки. Напишите в комменты. Пока вот не начался новый раунд, напишите в комментариях, сколько хп я восстановил. Было 36 хп. Было 3 баночки. Восстановил 6 хп. Хорош. Так, ну что-то меня тут тоже выносит. Это больно. Больно в душе, больно в ноге. 42 хп я могу не вытащить, кстати, уже ситуацию. Мета-то у меня нету. Была бы метаморфоза, было бы хорошо. Я бы себе восстановил бы хп, естественно, если бы мне все поприходило как надо, но я уже не уверен в том, что я смогу это как-то перевернуть. Так, хорошо, поставим пока что баф чернокнижников. Бруду возьмем. Короче, я на всякий случай возьму инсектоидов. Да, я знаю, что ты на меня сейчас подозрительно смотришь за то, что я взял инсектоидов. Но не смотри на меня, так требует того обстоятельства. Того требует обстоятельства. Поймите меня правильно, того требует обстоятельства. Это не я хочу. Это так обстоятельства требуют, поймите. Антимага беру, потому что антимаг имба. Нерфить его не будут, а соответственно что? Мы будем его использовать. Кто вдруг не знает, антимага и Манки Кинга апнули. Теперь у него пассивочная способность, полностью пассивочная. Они разделена на пассивочную и активную способность. Кстати, по поводу гайда для новичков. Да, я там написал в своем телеграм-канале, что произошло, но я полностью, как бы, ну, кстати, хорошо, что походу я выбрал инсеков пока что. Я полностью заблочил, ну, забраковал, скажем так, гайд для новичков. Он мне максимально не понравился, максимально гдотный вышел. Просто, ну, да. Короче, не понравился мне жутко этот гайд для новичков. Я его посмотрел, я его переделаю, подкорректирую и выпущу. Просто, понимаете, я его ну, как бы, я его записал. Сделал 2 гайда, все такое, послушал их. И гайд получился максимально поверхностный, без какой-либо полезной информации. И это настолько, ну, отвратно даже смотреть. То есть я это понимаю, насколько это отвратно. Дух 5 мне пришел, в принципе, можно и на духах катнуть. Но мне нужно будет найти все-таки медальон. Я не особо хочу скипать эту перчатку. Она даже в лете зачастую помогает, потому что она и иллюзии может хавать. То есть, если чел был с волшебным зеркалом, то волшебное зеркало считается, если что, призывным существом. Блин, ну неплохо как-то идет. И магия, и то, и все. И дух 5. Ничего себе. Ну, походу неплохо. Ну, блин, надо как-то шевелить булками. Надо как-то шевелить булками. Я, короче, пока что продал. Продал. И... Мне, кстати, одного типочка не хватает для того, чтобы сделать себе сейчас 4 чернокнижников. Ну, в принципе, 4 чернокнижники не так уж и важны. В принципе. Хотя там с 20% от хила становится 30% от хила. В принципе, как бусы 3-го тира. Даже помощнее чуть-чуть. У чувака там тоже жрец 5 пришел, это плохо. Мне нужен медальон. Без медальона у меня будет... Деньги. Миллиардер. Филантроп. Какая там фраза была у Тони Старка? Кто ты будешь без твоего костюма? Ну-ка, пишем в комментариях, кто я буду без своего костюма. Плюс бабки. Просто плюс куча бабла. Баблишка. Будем делать деньги. 28 хп. Мидас, прости меня, пожалуйста, ну прощай. Спасибо. Честно, не ожидал. Не ожидал того, что мне придет медальон так рано. Я рискнул Мидасом чисто из-за того, что там все-таки жрец. И жрец мне может такую поплаву устроить, что ну его в баню. Ну, блин. О боже, лучше бы я взлет АЗС взял. То есть вы мне пришли. Короче.
А я совсем дурак, да? Короче, ребят, я поспешил и случайно скипнул змейку. Я что-то как-то... Я на нее смотрел и такой думаю, ну сейчас. И бах скипаю, короче. Ладно, простите, пожалуйста. Не плюйтесь в меня. Не надо. Я хороший. Антимажик. Но теперь я в вечность буду искать эту змейку. Я совершил грубейшую ошибку, я буду теперь в вечность искать эту змейку. Ну ничего страшного, бывает. Бывает такое, поплава произошла. Ну случайно руку держал не на пульсе, а на кнопочке скипнуть. Ну, обновить магазин. И я случайно, короче, обновил магазин. Ну и хрен с ним. Бывает, ничего страшного. Не думаю, что это будет стоить мне там, победы, либо что-то еще. По крайней мере, я на это надеюсь. 28 хп, на самом деле, критическая ошибка. Критическая. Критическая она, потому что... Да не имба ваш этот антимаг. Не имба этот ваш антимаг. Просто идеально стакается с духом пятерки. Ребята, юзаем, абузим и змейку получаем. Мы кто мы? Мы молодцы. Мне бы теперь еще одну змейку найти. Мне нужно 2 змейки, а желательно 6. И Свен приходит, обалдеть. И Скорпиончик есть даже, обалдеть. Так. Некр, прости, прощай, но иди-ка ты гуляй. Пока что мне нравится то, что мне приходит. Тьфу-тьфу-тьфу. В самом деле, мне довольно-таки быстро пришла бруда. Я, короче... Но я думаю, нет смысла озвучить, что я конкретно хотел только что сделать. Потому что вы все сами прекрасно увидели. Я хотел найти... Ах ты ж тварь вертолетная. Чтоб тебе просто... Чтоб у тебя масло закончилось. Чтоб у тебя закончилось масло, и ты долго жил. Падло. Чтоб ты долго жил. Ой, Марс, откинь. Молодец. Молодец, Марс. Просто умничка, Марс. Обожаю Марса. Просто, ребят, лучший герой. Все. Ой, еще антимаг. Ух ты, у меня с первого раза антимаг вылез 3 звезды. Хо-хо. Не плюйтесь. Ребят, не плюйтесь. Я инсектоидов чисто сердечно не хотел собирать. Честно, не хотел. Меня вынудили. Поймите меня правильно, меня вынудили собрать инсектоидов. Вынудили. Это не мое решение. Меня вынудили. Но я думаю, в принципе, можно здесь скипать духов. Хотелось бы, ну, можно, конечно, на всякий случай оставить. Я, кстати, 2 инвокеров поставлю. Да, я лишусь как бы чернокнижников. Ну, что поделать. Не, ну можно было бы, конечно, убрать, допустим, Никса. Но Никс мне нужен. Так, пошли. Ой-ой-ой, хорошо. Еще взрывай. Молодец. Идеально стакается антимаг с духом пятеркой. Идеально. И напомню, антимаг не имба. Если что, мне сейчас не инсектоиды тащат игру. Мне тащит антимаг игру. Инсектоид это как приятный бонус. Ну ладно, еще и дух пятерка есть. Окей. Не будем его обесценивать. Еще есть дух пятерочка. Я думаю, попробовать все-таки может рольнуть предмет 3-го тира. Или может не надо пока что. Я думаю, пока что не надо. А что-то типа антимага там на апгрейд будет? Темпларка идет, будет здоров, она уже не с который раз ко мне приходит. Вертолет вообще мне не идет. Заметили? Сколько времени прошло, вертолета нет. Не хочу особо скипать предмета. Мне сейчас... Ой, маг дракон, сквопой. Пока что вместо змейки антимага поставлю. В любом случае, антимаг, если сдохнет, то антимаг будет отталкиваться от цены продажи антимага. Но он тоже будет появляться скорпион, либо же будет появляться змейка. А мне нужно необходимо, чтобы появлялся скорпион, потому что змейки у меня нету 2 звезды. В конце катки я объясню, как работает инсектоиды, потому что мне сейчас надо немножко сосредоточиться на игре.
И чтоб я не... Ну, чтоб поплава не произошла, мне надо сосредоточиться на игре. Так что без обид. Кстати, Just Job... Извиняюсь. Just Zob вылетел. Так, антимаг на этих мувах бесполезен. Поэтому закидываем предметов того, кто полезен. В данном случае это наш дух пятерка. Кстати, там рыцарь держит топ-1 на секундочку. На секундочку. Так, хорошо. Талисманчик отлично. Мне на самом деле талисманчики нужны. Мне нужно, ну, примерно хотя бы 4 талисманчика. Почему? Потому что мне нужно засунуть их в мейновых инсектоидов, чтобы когда они умирали, они могли перевоплотиться и так далее. Я думаю, уже как бы нет смысла сейчас держать этих духов уже. Ну, пока что пусть еще стоят. Мало ли. Мало ли мне придется там против какого-то рыцаря их собирать. Мало ли. Ну, такое, конечно. Посмотрим. Мне бы еще, конечно, предмет 3-го тира магический посох, который дает 20 стаков, было бы идеально. Но посмотрим, что будет. Что будет. Что предложит мне рандом, то и будет. Кстати, получил за... Я думаю, сумку пандамена сейчас взять. Думаю, сумку пандамена мне взять, потому что мне нужно фигуры покупать, будет все такое. И сумка пандамена меня выручит. Да, сейчас таки сделаем. Вертолет пришел, спасибо. Спасибо, дорогой, что ты пришел, спасибо. Я очень ценю твое внимание. Чтоб ты долго жил. Нет, темпларка мне идет, будь здоров. Но я в темпларку как-то сейчас особо не верю. Я в антимага больше верю. Мне нужно поставить змейку. А как же мне эту змейку поставить? Вместо кого мне все это поставить? Просто змейка мне нужна в 2 звезды минимум. Имба. Помните, я раньше лахал с того, как челы закидывали маску берсерка в антимага и говорил, типа, смотрите, ребят, пацаны знают, что такое скилл. Так вот, самый страшный сон сбылся. Теперь с этого лахать не надо. Потому что антимаг пассивочный, его способность будет активироваться все время. Все. Все. Обожаю, короче. Вот это вот идеальный стак. Если что, на скилл антимага триггерится дух пятерка. Идеальная комбинация, просто 8000 магического урона, как с куста. О, змейка, хорошо. Давай еще. Может уже распродать этих духов и играть до конца на инсектоидах? В любом случае, у меня есть 2 керри, на всякий случай. Так, там Лина в 3 звезды. Но он, получается, керрит Лину. Он не керрит Чена, он керрит Лину. Ну да, короче, распродаем этих духов всех. Так, хорошо. Отлично. Контакт есть. Есть контакт. Хорошо. Никс мне нужен. Мне нужен апгрейд Никса. Да. Мне нужен апгрейд Никса по той лишь причине, что, смотрите. Ну ладно, я это в конце объясню. Я не буду сейчас объяснять ничего, я буду уже объяснять в конце. Сейчас нет смысла объяснять, хотя... Ой-ой-ой, давай! Давай! Взрывай! Нет. Манки Кинг не смог закатить свою палку и отлетел next. Хорош. Еще один антимаг. Давай еще одного антимага. Ух ты. Инвокер. Инвокер это круто, если бы он был бы мне необходим. Но сейчас он мне не нужен как апгрейд. Мне нужно больше дубликатов. Если я хочу, чтобы у меня фигуры перерождались, мне нужно больше дубликатов. Сейчас у меня как бы есть всего лишь раз, два. Еще на всякий случай медальон найду. В бурду закину. Сейчас разберемся, короче. Так, жрец. Так, ну жрецу мы уже устроили поплаву. Все, минус жрец сейчас будет. Все, жрец пока. А не был бы... Еще антимаг 3 звезды появился. Вот это вот я понимаю. -1. И -2. Очень сложно играть на инсектоидах, ребят. Очень сложно играть на инсектоидах. Вообще сложнейший билд, ребята. Сложнейший.
Ну, получается, я мразь? Ну да, он киллер, получается, Лину, он хотел сыграть через просто боги-жрецы и играть против инсектоидов на Лине. Ну, как бы мог затащить, если бы, наверное, были более сильные предметы, хотя не факт. У меня очень сильный билд. Плюс у меня есть бруда. Если бруда накинет свою сетку, то все, там будет чел АФК стоять на своей линии. И ничего не сможет сделать. Вот и все. Вот и все. В общем, я обещал в конце объяснить, как работают инсектоиды. Смотрите, вникайте, запоминайте. Как работают инсектоиды. У вас есть инсектоиды. 4 вида. Представим, что у вас все двухзвездочные фигуры есть и дубликаты однозвездочные. То есть у вас две змейки, одна второго уровня, одна первого уровня. Скорпион второго уровня, первого уровня. Никс второго уровня, первого уровня. Бруда второго уровня, первого уровня. И, допустим, у вас есть Манки Кинг. Он у вас тоже второго уровня и первого уровня. У вас получается 10 уровень и все дубликаты есть. То есть у нас получилось 5 дубликатов фигур. И теперь смотрите внимательно, как работают инсектоиды в текущем патче. У вас, допустим, умирает Никс, да? Никс первого уровня. Никс умирает, и он будет отталкиваться от цены продажи Никса за 2 монетки. А это, соответственно, 3-звездочная фигура в 3 монетки. То есть у вас гарантированно появится 3-звездочная фигура, которая стоит, которая за 3 монетки. То есть редкого тира. То есть у вас будет 3-звездочная змейка, либо же 3-звездочный скорпион. И смотрите, когда переродится один из них, то следующие фигуры, которые будут с дубликатов умирать, будут отталкиваться уже не от цены продажи двухзвездочной фигуры, а от этой трехзвездочной. То есть, смотрите, у вас переродилась, допустим, змейка. У вас вышла змейка одной звезды. Умирает змейка одной звезды, либо же 2 звезд. Без разницы, кто из них умрет, то будет отталкиваться от змейки в 3 звезд. А это, на минуточку, гарантированно фиолетовая фигура в 3 звезды, но рандомная. И, кстати, самый главный момент, та фигура, в котором находится сердце инсектоида, обязательно должна жить. Если эта фигура инсектоидов умерла, то все. Ну, тут она больше не переродится. Единственный момент, как я помню, то шмотка бессмертия может помочь в этом плане. То, что когда даже эта фигура умрет, если то, соответственно, все равно она останется в пуле инсектоидов. Это насколько я правильно помню. Если что, то в комментариях поправьте меня. В общем, первая катка сезона, и я, получается, мразь. По-другому это не назвать. Очень тяжело играть на инсектоидах. Очень. Инсектоиды стали слабее. Ну, из-за того, что стало тяжелее брать уровень, я думаю, да. Но что прям критично? Нет. Инсектоиды как были в мете, так и останутся, пока не понерфят ни антимага, ни манки кинга, не берут с предмета второго тира с вот это вот сердце инсектоида. Пока это все не уберут, пока не сделают идеальный баланс, то можно сосать пальчик, то, что инсектоиды будут не в мете. Инсектоиды в мете. Они уже... Сколько? Да, наверное, больше, чем полгода, как антимаг, манки кинг, инсектоиды все находятся в мете. Да, на таком ранге я как бы не заметил. Я вообще удивлен, что чел на втором месте играет. Посмотрите, 4 рыцаря, 6 магов, 6 людей. Как играет? Непонятно. Но играет. Ну, короче, я считаю, первая катка сезона, и я мразь. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Да, добавить мне здесь нечего. Ну да, все, добавить мне ничего. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк. Коммент поставили, лайк поставили, равно от меня максимальное уважение получили. Приятно вам, приятно мне. Поэтому лайк, коммент жду. Кто не подписан, тоже подписывайте, потому что скоро 2000 подписчиков. Хочется уже наконец-то достичь этих 2000 подписчиков. Это круто будет. Будет такое маленькое такое, но достижение, как-никак. И напоминаю, есть у меня телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!